Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алекс и игра Generals Zero Hour. Карта Sand Scorpions, на верхней позиции Фан, генерал Фай, пехота Китая. На нижней позиции Кутузов, генерал Грейнджер, авиация США. Ну что ж, любопытный матчап, и тот другой способный побеждать. Авиационик достаточно сильный противник, сделать дозерхат через гидрапторы труда не составит. Далее можно уйти в оборону, выставить фаербейсы, на третьем ранге появятся снайперы, хаммеры с ракетчиками и снайперами, плюс авиация равна поражению для пехотного генерала. Но пехотник способен играть против воздушного лучше, чем другие генералы Китая. Миниганеры будут сбивать рапторы, толпа постов пойдет вперед на базу американца, и масса может его уничтожить. Миги помогут, ЕЦМ танки тоже будут помогать. Пехотнику нельзя дать развиться американцу, а получится это у него или нет, мы, естественно, узнаем. Вынудит военный завод, казарма, ну ждем пост, я так понимаю, от пехотного генерала. Разбегается здесь рейнджеры, ракетчики, от Кутузова ставится фаербейс. Все-таки от обороны, мне кажется, будет играть сейчас Кутузов, ставит филд, и вполне вероятно мы увидим сейчас дозерхант от соперника снизу. Вполне вероятно, сейчас вылетит раптор, начнет дозер искать. Получится или не получится, будем смотреть в будущем. Направо рейнджер побежал, и ждем изученный захват, ведь на этой карте очень много вышек. Вышки будут экономически помогать как раз таки сейчас Кутузову. Ну и Фану, наверное, не помешало бы озаботиться о захвате, либо через пропаганду, либо у миниганеров как-то учить этот захват через казарму, идти вышки захватывать. Поехал труповоз вперед направо, справа, кстати, еще одна казарма строится. Уже две казармы на карте от пехотного генерала. Разбегаются миниганеры с налево и направо. На центре захватывается вышка, это Кутузов. И раптор полетел вперед. Выстрел! Выстрел по труповозу. Труповоз скрывается, остается только пехота. Справа вышка Кутузовым также захватывается. Слева вышка также идет в захват. И сейчас в сумме может Кутузов сбустануться на 3000 долларов. В центре уже вышку захватил. То есть буст экономический уже есть. Направо пехота пошла. Можно вышку уничтожать, либо перехватывать, если изучен захват. Захват пока Фан не учил. Вышку будет, по всей видимости, уничтожать. Что происходит на базе у Кутузова? Поставил военный завод. Выехал первый хаммер. Еще один фаербейс и второй военный завод. Раптор полетел на левый фланг. Что там? Там пост и дозер как раз таки пока облетает просто левый полуостров сейчас Кутузов. Есть контрмеры против ракетчиков, они в посту здесь сидят. Также я думаю, что там есть миниганеры. И первый дозер идет под снос. Дозер минус, раптор полетел дальше. Там миниганер будет мешать. Еще одна казарма хочет поставить Фан. Но там рядом дозер, который сейчас идет тоже под снос от раптора. И все. И это дозер Хант. Больше Фан уже не сможет развиваться. 2 сапплая, электростанция, военный завод и 3 казармы. Это все, что сейчас у Фана есть против Кутузова. Пехота идет вперед. Хаммеры помогают, фаербейзы на страже. Ну, по всей видимости, здесь-то Кутузов отобьется. Слева также заходил дракон плюс пост. Ну, тут работает раптор, дракон минус. А тут дозер на пути. Дозер бы Кутузову не мешало бы, я думаю, спасти как-то. Но он его оставляет, даже не контролирует, к сожалению. Раптором можно сделать выстрел. Пост скрывается, но пехота вышла. Ракетчики будут бить по хаммерам. Хаммеры, кстати, уже с изученными ракетами ТОУ. Рейнджер помогает, флешек нет, флешки, ой, как нужны сейчас против пехотного генерала. Ну, вроде бы как отбивается, но с большими потерями Кутузов, на мой взгляд. Вновь взлетают рапторы, их уже в сумме 3 штуки, 2 хаммера вышли. Ну и что же, ждем, наверное, третий ранг, ждем снайперов. А Фану ничего не остается, как только спамить, пытаться задавить. И минус военный завод, ай-яй-яй-яй. И остается только 3 казармы сейчас у Фана, и только пехота без брони пытаться вскрывать американца. 4 хаммера есть 3 раптора, спамится пехота. Нужны рейнджеры, нужны флешки. Почему-то не учит Кутузов флешки. Слева идут посты. На пути, кстати говоря, вышка. И на центре-то вышку, кстати, у Кутузова перехватили. Справа вообще уничтожили. У него одна вышка осталась. И на одном сапплай, кстати говоря, Кутузов работает. Подходят посты. Взлетают рапторы. 1, 2, 3. И минус 3 поста. Остается только пехота. Но ее так мало. Это второй дозер Кутузова. А все. Это дозер Хант, это второй дозер Хант в этой игре, только уже у того самого соперника, который ранее китайца захантил-то. Боже мой. Минус дозер, минус недостроенный фаербейс. И сверху фаербейсы вскрываются, и теперь только воевать хаммерами. Но есть хотя бы казарма, еще надо ждать третий ранг, нужны снайперы. Конечно же, нужны снайперы. Раптор летает. Вот рапторами, кстати говоря, поконтролить бы как-то, да, эту пехоту, не давать ракетчикам пробивать хаммеры. Должен здесь отбиваться, по идее, Кутузов. И, ну, с потерями, правда, и потери очень большие. И минус раптор еще вдобавок. Еще 2 хаммера выходят.
Нужны рейнджеры. Где рейнджеры? Где флешки? Почему их до сих пор здесь нет? Очень странно. Пилота можно посадить в хаммер, кстати говоря, и он лычкануется. Вот здесь есть хаммер с лычкой, и хаммер получится уже с 3 лычками. Это очень грозное оружие, но фан действует на опережение, и пилота просто уничтожает. Рапторы летят направо. Вверх по карте. Можно по казарме вдарить, почему бы и нет. Нужно казармы уничтожать, конечно же. Один залп есть, но минус раптор. Второй залп. И минус казарма. Раптор можно отправлять обратно на базу, а там на пути уже пехота, которая достаточно близко уже подходит к военным заводам, но хаммеры контролируют. С потерями, правда, с потерями 2 камеров здесь Кутузов отбивается. Налево пехота пошла через центр и работают по еще одной вышке Кутузова. Это последняя вышка, которая у него в активе есть. Вышку, по всей видимости, сейчас фану Кутузова заберет. Почему-то камеры не подходят близко. Но там ракетчики, там миниганеры, достаточно мощное оружие сейчас. Нужно как-то пытаться противостоять. Но где же рейнджеры? Где же флешки? Уже очень скоро 3-й ранг, там появляются снайперы. Ждем. Ждем с нетерпением. Как же потом фан будет сражаться с Кутузовым, когда у Кутузова снайперы появятся? Много хаммеров. Можно пробовать сражаться с этой пехотой. И -1. -1 хаммер есть. -2, -3. Сколько же хаммеров сейчас фан сможет у Кутузова забрать? Раз, два, три, 4 хаммера разменял на всю эту пехоту. И вышка, кстати говоря, жива. Вышка у Кутузова остается жить. Справа тут стоит какой-то одиночный рейнджер, и он начинает движение. До сих пор не выучены флешки. До сих пор у Кутузова не выучены флешки, он работает только хаммерами. Но этому рейнджеру, я думаю, долго жить не удастся. Здесь есть миниганеры, которые просто этого рейнджера уничтожат. Идет пехота через центр. Опять до вышки хочет добраться фан. Хочет оставить его без ресурсов в один сапплай. Ну правильно, дозеров-то уже нету, ничего не построить. Вышка минус. Залетел раптор. И раптору, по всей видимости, сейчас будет очень плохо. Много пехоты справа и слева заходят сейчас под филд. Но есть хаммеры. Военные заводы на пути. Нужно пробовать сражаться. Достаточно близко уже пехота подходит. Но есть 3-й ранг. Где же снайперы? Где же снайперы? Выходит рейнджер. Рейнджер с изученными флешками. Неужели? Раптор минус. Но это должны быть ведь не рейнджеры, должны быть снайперы. Какие же... Да какие же рейнджеры здесь? Снайперы нужны. Хаммеры зажаты. Один за другим сейчас отлетают от этой пехоты. Боже мой. Рейнджер тем временем подошел и бьет вышку. Что это такое? Что вообще Кутузов делает? Неужели это какая-то растерянность, что ли? Здесь должны быть снайперы. Еще буквально 50 баксов, можно снайперы выводить и просто уничтожать пехоту. Заминирован военный завод. Смотрите, сколько мин. Выходят хаммеры. Взрывается просто военный завод, и казарма идет под снос. Все, снайперов больше не будет. Больше не будет снайперов. Военный завод выжил. Остался здесь пилот трехлучковый, можно в хаммер садить. И вот это вот все рейнджеры, я так полагаю, сейчас. Ну, если, конечно, поуничтожать еще какие-то здания, там появятся-то рейнджеры. Хорошо, хоть флешки успел изучить. Ну, как драться-то с пехотником? Он с 2 казарм тут спамит. У него есть 2 вышки. Если не дадут, если не даст пехотник американцу подобраться к казармам, то спамить без проблем будет еще долго и долго. Что же делать в такой ситуации? Ну, очень странно, почему Кутузов не вывел ни одного снайпера. Он просто выводил рейнджеров, учил флешки, хотя уже был 3-й ранг. Очень странно, на самом деле, что произошло. Неужели действительно растерялся, хладнокровие какой-то потерял? Пока непонятно, но, наверное, мы уже это и не узнаем. Хаммер работает по пехоте. Пехота пока отступает, работают рейнджеры с флешками. Слева также пехотинцы здесь стоят. Хаммеры пока отступают. Такое ощущение, что они вообще тут зажаты с 2 сторон, если посмотреть на карту. Подходит поближе Кутузов. Пробил по ракетчикам. -1, 2, 3, 4. Хорош. Забрал всю пехоту. Даже, наверное, не левее, а снизу карты. Наверное, так было бы удобнее говорить. Рейнджеры пока рядом с хаммерами. Близко не подходят. Миниганеров много. Подходит Кутузов. Минус миниганер. -2. Флешки работают. Пехота подходит все ближе. Рейнджеры отступают. Неужели... А есть еще... Где же еще хаммер? Ну, еще один вышел. Надо спамить. Надо спамить и спамить эти хаммеры. Больше нечем-то драться. Ну, можно попробовать подраться авиацией, но с авиацией, мне кажется, фан будет легко справляться. Хаммеры отступают немножко повыше сюда. От пехоты подальше. Там еще пехота также имеется. Рейнджеры, кстати говоря, здесь уничтожили. А пехотник подходит уже под филд. И филд, по всей видимости, сейчас будет разносить. С 2 военных заводов вышли хаммеры, можно попробовать подраться. А по всей видимости, Кутузов пошел на базу к пехотнику. Неужели будет предпринимать контратаку и при этом базу свою просто бросать? Сейчас отлетит филд. Филд просто сейчас нечем спасать. Но появляется здесь 2 рейнджера. У рейнджеров флешки есть. Но мне кажется, тут против такой армии пехоты просто эти 2 рейнджера не помеха. Хаммер также идет под снос. И минус казарма у фана. Хаммеры идут вперед. 5 хаммеров. Причем 3 из них с лычками. Здесь есть 3-лучковый хаммер. На пути пехота.
На пути пехота, ракетчиков там нет, есть то, я думаю, что тут есть также рейнджеры. Уходит под снос один из военных заводов. Кутузова остается всего лишь 3 здания. На пути электростанции, военный завод и Supply. Минус рейнджеры с того самого военного завода, который был уничтожен. Пытается тем временем Кутузов подойти поближе к казарме. Напоминаю, что это последнее здание, из которого Фан может спамить. Тем временем ракетчики подходят ко второму военному заводу Кутузова. И мне кажется, по всей видимости, они просто сейчас его уничтожат. Мне кажется, нужно спасать базу ехать. И минус 2 Хаммера Кутузов теряет, кстати говоря. Спамит пехоту Фан. Есть, благо говоря, деньги, кстати говоря, у него очень огромный флоат сейчас. Но с одной казармы спамить, конечно, очень трудно. Хотя бы парочку, а лучше 3. Минус Хаммер, военный завод уничтожен. Есть рейнджер, у рейнджеров, напоминаю, есть флешки. Можно попробовать спасти электростанцию и спасти Supply. Не дать ракетчикам добить просто сейчас свою базу. И Кутузову, кстати говоря, это удается. Есть удача, скажем так, на его стороне. Хотя, мне кажется, удачи здесь очень и очень мало. Просто отдал свою базу под снос. Хаммер возвращается назад. Видимо, будет рейнджеров загружать. Пока Хаммеры 2 штуки здесь стоят рядом с казармой. Много пехоты, кстати говоря. Вот сейчас Хаммера добить. Хаммера добить. Ой-ой-ой, Кутузов почему стоял? Почему стоял минус Хаммер? Трехлучковый пилот сейчас будет садиться и делать двухлучковый Хаммер. Трехлучковый. Хаммер с пехотой идет вперед. Сейчас будут объединяться в общую пачку. Ну, нужно что-то предпринимать. Я даже не знаю, что сейчас делать в такой ситуации. У самого-то база голая, 2 здания, спамить не с чего. Здесь каленая электростанция. У Фана вот казарму убить, больше он спамить не сможет. И потихоньку как-то выцеплять эту пехоту. Есть рейнджеры с флешками. Главное не попасться. Главное не потерять свои Хаммеры. А тем временем слева идут саплтраки. Я не знаю, для чего их сюда Фан отправил. Вообще непонятно, зачем на самом деле. Ну, надо было как-то, наверное, хотя бы сюда на док снабжения отправлять. Ну, пока они просто стоят. Хаммеры пытаются выцепить пехотинцев. И, кстати говоря, один Хаммер почти был уничтожен, но успел отступить. Он с ялычками, благо, будет сам себя подхиливать. Чинуки идут вперед. Вот, кстати говоря, чинуками можно было бы поконтрить ракетчиков, ведь у них есть меры против ракет. И начать наступать. Конечно же, Кутузов, конечно. Наконец-то ты до этого додумался. Минус 1 чинок. Но Хаммеры один за другим выцепляют пехотинцев. Все меньше и меньше их остается. И неужели сейчас Хаммеры подойдут близко к казарме и ее уничтожат? Пехотник теряет свою армию. Хаммер не потерять, высаживаются рейнджеры заранее. Отлично. Минус ракетчик, минус 2. 3 бы добить, 4 бы также убить и беспрепятственно уничтожать казарму. Тем временем остатки пехоты идут-то вперед, тут всего лишь 2 здания убить. Ой-ой-ой-ой, кто же кого сейчас уничтожит? И делает Кутузов перехват, он хочет казарму перехватить, а ведь там целых 5 рейнджеров. Там 5 рейнджеров и здесь еще 3 здания. Продает казарму тем временем Фан. Также собирается перехватывать Кутузов электростанцию и параллельно бьет ее с помощью Хаммера. Распродажу делает. Но этим самым занимается Фан. Он у Кутузова перехватывает здание и параллельно бьет Supply. Ой-ой-ой-ой, так кто же быстрее? Распродажа Supply. Еще один Supply также. И все-таки Кутузов проигрывает. Все-таки Кутузов проигрывает. Фан оказался быстрее. Вот это развязка. Вот это развязка. Но Кутузов сделал, мне кажется, просто фатальнейшую ошибку. Где же были его снайперы? Для меня остается до сих пор это загадкой. Почему он их не вывел? Ну, мы, наверное, этого уже не узнаем. Возможно, хладнокровие потерял. Может быть, еще что-то ему помешало это сделать. Может быть, в повышениях что-то напутал. Неизвестно. Снайперов мы не увидели. Пехотник все-таки задавил американца. И поздравляем его с победой. Ну что ж, бой окончен. Статистика на экране. Спасибо за просмотр. С вами был Алекс. Играйте генерала.